Друзья, и снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сегодня у нас будет видео о том, какие корма я использую при кормлении рыб, как они у меня содержатся, как разводятся. И, соответственно, в конце видео мы покормим с вами рыбку. Посмотрите, как у меня рыбка кушает то, чем я их кормлю. Итак, начнем мы с первого корма, который мы используем. Это Артемия. Вот она колотится. Значит, получается 2 двухлитровые бутылки. И мне хватает одной бутылки покормить мальков, которые у меня есть, в течение дня. Я им даю 2 раза в день, утром и вечером. Ну, как мы разводим Артемию, есть видео на канале. Вот здесь в правом верхнем углу оно будет, ссылочка на это видео. И также ссылочка будет в описании. Кто не видел, посмотрите. Артемией мы кормим вот малечков, которые только вывелись. Это у нас живородка. Вот смотрите, какие меченосцы на Артемии поднимаются. Вот этим меченосцам получается месяц. Они уже примерно по 2,5 сантиметра. То есть такие хорошенькие. Вот малечки тоже. Все они кушают Артемию. Немного здесь, конечно, бардак у меня, но следующий корм, которым мы кормим мальков, находится вот в этом небольшом таком нерестовичке. Сейчас я подсвечу, и вы это все увидите. Вот видите такие мелкие точечки. Это у меня солоноводная коловратка. Сейчас я попробую увеличить ее, чтобы вы более детально ее разглядели. Вот, пожалуйста, вот такого она размера. Она меньше, чем рачок Артемии. И этот корм очень хорошо подходит для кормления таких рыбок, как данио. Для стартового такого закорма, да, в течение 2-3 дней можно кормить. Рыбки хорошо его кушают и растут. Неонов, говорят, то же самое, несколько дней можно кормить. Солоноводная колорадка. То есть рыбок, которые с первого дня не могут сразу брать Артемию, живую рачка. Вот кормятся они солоноводной коловраткой. Она очень легко разводится. То же самое на канале есть видео. Ссылочка будет в правом верхнем углу. Ну и еще, конечно, есть у нас один живой корм на разводне, которым мы кормим не только мальков, но и остальных рыбок. Это, конечно же, аулофорус. Мы его когда-то с вами разводили, было видео. Давайте заглянем сюда под крышечку, что у нас здесь есть. Опа! Смотрите. Вы видите, сколько здесь его? Вот, пожалуйста, смотрите, какой червячок красивый. Прямо кишит, да? Вот, на 2 мочалочках, видите, какая красота. И рыбки с удовольствием его едят. Особенно мальки растут очень-очень быстро. Видите, как они шевелятся? Идеальный корм для подъема, особенно живородки. Она вообще растет очень быстро на нем. Так, сейчас мы этот лоток закроем. Снимем его и посмотрим, что у нас там в нижнем лотке. Там тоже должно быть так нормально. А видите, мерцает. Ну ничего, мы сейчас вот так сделаем. О, смотрите, то же самое. Видите, сколько его? Класс. Сейчас я отсюда его соберу. И потом посмотрим, как я кормлю им рыбку. Ну и здесь еще 2 лоточка есть. Его надо быстро собирать, когда открывается лоток, потому что червячок быстро убегает в губку, прячется. Ну и, конечно, друзья, основной корм сухой, который я даю всем рыбкам, это вот такие гранулы. Копенс Витал, фракция 0,5, 1,2 мм. Достаточно хорошо поедается рыбками всеми. Вот. Я его покупаю. Сразу там 5-10 килограмм. И мне хватает там на полгода. Может чуть меньше, может чуть больше. Вот обычные вот такие гранулки.
Просто с гранулами этими, я уже когда-то говорил, такой может быть момент, если много их дать и рыбка не съест все, они начинают там расставать на дне, ну скажем так, за 5-10 минут рыбка если не съест, начинает расставать и потом такие хлопья образуются, ну мути много создает. А если давать понемножку, рыбка его съедает и нормально тогда, он не мутит воду и нормально у них переваривается. Вот чуть-чуть собрала улофоруса. Вот он в такую кучку собирается. Ну и мы, соответственно, покормим рыбок им. Артемия вот у нас уже отстоялась. Но еще нужно ей постоять немного, отделиться от шкарлупы яиц. И потом мы будем ей кормить мальков. А сейчас будем кормить рыбок сухим кормом. Сколько я беру корма? Значит, вот я набираю ложку полную, да, ну, вверх убираю. И вот на вот это количество рыбок 1 ложка. Вот таким образом, смотрите, как я насыпаю, что они сейчас будут творить. Вот они сейчас его там в течение минуты-двух скушают. Подберут потом на дне. И все. Вот так раз в день я их кормлю. 1 ложка на такое количество рыбок. Вот смотрите, ложку набрал. Другой аквариум. Тут рыбки покрупнее. Здесь даю сверхом ложку. Вот, пожалуйста. Оп. Все, высыпали. Все. Сейчас то же самое. Рыбки это все скушают. И все. До завтрашнего вечера у них будет... Вернее, я их не буду кормить. Потому что, как вы знаете, есть такая даже поговорка. Здоровая рыба – это голодная рыба. То есть рыба постоянно должна испытывать чувство голода. То есть у нее постоянно должен кишечник опорожняться. И тогда никакие болезни ей не страшны. А если она постоянно ест, жирная становится, тогда, конечно, начинаются проблемы. Вот гуппи, пожалуйста. Тот же корм. Сейчас все покушают. Кто сверху ухватит, кто-то потом на дне подберет. Хватит и сомикам. Всем. Сомики вон уже охотятся. Один охотится, один еще в углу сидит. Все подберут. Тернеция, конечно, крупная. Ест все тоже. Очень-очень быстро и хорошо. Им стараюсь давать поменьше, потому что они уже где-то по 8 месяцев, до года им уже. Им можно понемножку давать. Чтобы они держали форму, так сказать, продажную. Ну, Данио, конечно, это вообще обжоры. Сколько ни давай, будут есть, пока не полопаются. О, смотрите, что творят. Это вообще, это просто жах. Короче, нет уже ни сверху, ни снизу. Все. 20 секунд. Все. Все, дно пустое. Сомики в шоке. Что успели, то ухватили. Этим малышам тоже уже даю гранулки. Они тоже хорошо их подбирают. Ну вот видео снимаю я 1 июня. Смотрите, это был нерест 29 апреля. Ну сколько им? Месяц и 1 день получается. Ну, видео немножко выйдет попозже, но все равно. Рыбка уже такая до 3 сантиметров доходит. Итак, кому мы даем артемию? Значит, артемию даем, вот у меня есть 3-недельные анциструсы. Им даем, только артемию даем. Вот, значит, здесь они у меня живут им 3 недели, как я сказал. Значит, подмена воды каждый день 100%. Вот они вот такого размера. Где-то 2 сантиметра, чуть больше, 2,5. Но подмена 100% каждый день, потому что они любят чистенькую воду.
Значит, вот этим малькам даем. Вот здесь у нас меченосцы. По-моему, 4 или 5 дней. Вот эти. Им неделька. Их тут много. Ну, бывает, этим даю немножко. И вот этим вот подросткам. Вот у меня здесь микс такой. Там и данио, и меченосцы мелкие. И вот этим. Но вот этих надо уже сортировать, конечно. Я думаю, через пару дней будут выходные. Будем их сортировать. И пересадим ту мелочь сюда на их место. Значит, перед тем, как кормить, я здесь убираю распылитель. Ну, соответственно, помпы у меня все выключены в аквариумах. Вот, беру я артемии. Такое нормальное количество. И насыпаю несколько раз им. Вот так, вот сюда. Артемия садится на дно. И рыбки потом ее подбирают. Вот. Ну, так где-то полчаса получается. Я сюда распылитель не бросаю, и рыбки всю артемию подъедят. Этим малышам вот тоже насыпал. Но у них я фильтрацию не выключаю. Они сейчас быстренько насытятся артемией и будут отдыхать. Сейчас попробую подсветить, чтобы лучше было видно. Ну-ка. О, смотрите, сколько там артемии. Ну, благодать. Рыбки кушают, довольные. Артемии больше, наверное, по весу, чем всех мальков здесь. Давайте и другим дадим меченосцам маленьким. Я бы не сказал, конечно, что они сильно маленькие. Им уже неделя. Но они тоже любят хорошо покушать. Так сказать, не против полакомиться. Они заметно уже подросли. Конечно, отличаются от тех, которым пару дней только. Значит, здесь даю будущие производители меченосцы. Здесь будущие производители. Вот меченоска одна красная уже, кстати, рожает. Гупики, самочки одни. Ну и тернеции производ некоторые есть здесь. Потом дал еще вот этой толпе. Здесь тоже молодежь подрастающая. Достаточно хорошо едят и достаточно хорошо растут. Ну и этим, как я говорил. То же самое. Вот эти друзья. Тоже они у нас. Это были отстающие тернеции. Начал кормить усиленно живым кормом. И они буквально за 3 недели уже стали такими нормальными рыбками. То есть живой корм он дает свое. Ну и мороженый, конечно, можно давать. Но живой есть живой. Вот, чуть не забыл. Тут уже у нас аулофорус еще он. Целая куча. Короче, как я делаю? Я так вот его расколачиваю. Вот так вот расколачиваю. Он начинает разбиваться. Он же в комок сбивается, понимаете? Вот так расколачиваю. Усиленно, хорошо, все. Потом получается такая масса. И я вот так вот сюда раз. И сюда раз. О, смотрите. И народ начинает пировать. Так, вот этим надо добавить. О. О. Красота. Всем хватает, все наедаются. И вот эти наелись. И живой артемии поели. И сухого поели. Ну и, конечно, еще и олофоруса им хватило. Короче, рыба растет моментально. О, уже ничего нет, все съели. Растет на живом корме просто идеально. Подготовленный небольшой заказик. Здесь по месту 7 тернеций, 7 данио, 2 сама анциструса. Едут к новым хозяевам. Друзья, вот такое у нас видео. Лайки от вас, комментарии. До встречи на канале Разводня как хобби. Пока!